В этом видео мы сделаем стол с очень реалистичным морским прибоем и разыграем его среди вас. Используя эпоксидную смолу и дубовый слэб, я покажу одну интересную технологию, при помощи которой каждый сможет это повторить, даже не имея опыта. Приятного просмотра! Изготовление стола я начну с ножек. Вернее, это даже не совсем стол. Это что-то вроде консоли, которая ставится у стенки. Вроде бы именно так она называется. Я напиливаю дубовые бруски в нужный размер и под нужным углом. Для соединения я буду использовать вот такую приспособу. В простонародье она называется подкосой шуруп. Наверное, уже все давно с ней знакомы, но лично я обзавелся ей совсем недавно. И уже не представляю, как же я раньше жил без нее. Действительно, крутая штука, очень облегчает жизнь. На специальном сверле креплю ограничитель. Проверяю на всякий случай и креплю заготовку. Начинаю засверливаться. Отдельно хочу отметить возможность подключения пылесоса. Здорово помогает, стружка удаляется и в итоге отверстия практически идеальные. Затем заготовки я опять обрабатываю на торцовке. Делаю черновую выборку для будущего соединения. После, увеличив площадь опоры, довожу выборку при помощи фрезы. А при помощи стамески финалю. Скажу вам, что чем больше я работаю с ручным инструментом, тем больше я влюбляюсь в этот процесс. Чего только стоит вот этот момент. А соединение будет работать вот так. В итоге мы получили 4 таких элемента. Из них после сборки получится вот такая конструкция. Чем мы и занимаемся. Изначально сборку я делаю на сухую без клея, для того, чтобы все проверить и убедиться, что все окей. Так вот, все окей. И у нас получились 2 вот такие ножки, которые я помечаю для удобства в дальнейшей сборке. Затем разбираю и начинаю шлифовать. И вот теперь уже все можно соединять на клей. И пока я занимаюсь этой работой, расскажу вам интересный факт из истории. Сейчас многие страны закрывают границы, и кое-где еще остались наши соотечественники. Точно так же, как экипаж знаменитого крейсера «Аврора» в 1905 году, который на 4 месяца был заперт в Маниле. Случилось это так. После поражения в Цусимском сражении «Аврора» вместе с другими кораблями не смогли пройти в направлении Владивостока и были вынуждены повернуть на юг. В то время Филиппины были колонией США, и по прибытию в порт Манилы по согласованию с Николаем II команда «Авроры» дала американской администрации подписку о неучастии в дальнейших боевых действиях. И на Балтику крейсер с командой смогли вернуться только после окончания войны. Узнать больше о том, что произошло с «Авророй» и как именно она получила статус легенды, можно в лучшей военно-морской игре World of Warships. В игре «Аврора» воссоздана с огромным вниманием к деталям и выглядит как настоящая. Вы не только сможете узнать все о легендарном крейсере, но и испытать его в бою. А это, поверьте, очень увлекательный опыт, который захочется повторять снова и снова. Так что не медлите. Регистрируйтесь по ссылке в описании и получите бонусы. 30 дней премиума, линкор Dreadnought, 500 дублонов и 1 000 000 серебра. А мы продолжаем. Итак, ножки есть, осталось сделать столешницу. Вообще, идея сделать этот ролик родилась благодаря вам, так как в одно время в сети появилось фото подобной консоли, и меня просто завалили вопросами, как это лучше сделать. А раз вы спрашивали, я отвечаю. Вообще, это интересная рубрика, и я задумался сделать ее постоянной. Называться она будет «Вызов принят». Вы можете скидывать мне интересные работы из сети. После я устрою голосование, и изделие, которое победит, я и буду пытаться повторить. Вот такая идея. Напишите, стоит ли делать такой формат. И уже скоро можно будет запустить первое голосование. Как вы поняли, я взял дубовый слэб, убрал кору и успел испортить одну отвертку. Край слэба я обрабатываю вот такой абразивной щеткой. Очень удобная, долговечная вещь. А для обработки труднодоступных мест просто незаменимая штука.
Лицевая сторона так и останется с естественным краем, а заднюю сторону я размечаю и обрезаю. А затем перехожу уже к любимому занятию. Так как после появления в мастерской этого рейсмуса я не упускаю возможность лишний раз что-нибудь прогнать через него. Благо, прогонять можно даже такие широкие слэбы. И на выходе получаю практически идеальную заготовку. Чего нельзя сказать о торцах, поэтому довожу их при помощи электрорубанка вручную. Почему-то с таким вот серьезным лицом. И когда эта плоскость уже ровная, отталкиваясь от нее, торцуем слэб по краям. Протяжки пилы немного не хватило, поэтому допиливаю вручную при помощи японской пилы. Но так как опыта работы с ней у меня нету, получаю вот такой результат и довожу вручную при помощи рубанка. После обработки выявилось несколько проблемных мест. Именно поэтому я развожу двухкомпонентную автомобильную шпатлевку. Возможно, сомнительное решение, но в дальнейшем эти места скроются под слоем смолы, поэтому эстетический вопрос отпадает. А в надежности этого материала я уже давно убедился. И вот вам наглядный краш-тест. В общем, держаться будет. Нижнюю часть я проклеиваю скотчем, так как в дальнейшем капли смолы будут стекать и оставаться там, а таким образом их будет убрать легче. Декорировать столешницу я буду при помощи техники Resin Art. Говоря проще, рисование смолой. Для этого я использую состав под названием Crystal Honey. По консистенции действительно похоже на мед, а вот по вкусу не очень. Конечно же, я шучу. Ни в коем случае не ешьте смолу, даже если на упаковке написано мед. Обычно такие заливки делают в один заход, но без опыта чаще всего получится каша. Я же предлагаю вариант, в котором получится контролировать весь процесс, и в итоге даже без опыта получить то, что задумывалось. Для этого первый слой будем заливать очень сильно подкрашенной смолой. В моем случае цветами морская волна и синий. Они будут служить подложкой. Разгоняю смолу феном и им же убираю пузырьки. После того, как этот слой схватился, я развожу свежую смолу. И таким вот образом делаю первый уровень морской пены. И ждем, пока этот слой схватится. И уже никак не будет взаимодействовать со следующим слоем. А потом покрываем его свежей смолой, слегка подкрашенным цветом морской волны. В итоге это добавит глубины. Затем, когда уже этот слой подсох, создаем финальные волны. Я думал, что это будет последний слой. Но после того, как разогнал белый краситель, решил, что его вышло многовато, поэтому половину прибоя я покрываю слегка подкрашенной смолой. В этом и есть прелесть такой технологии, так как можно контролировать весь процесс и даже что-то корректировать. В общем, если нету опыта, советую вам заливать слоями. Ссылки на все материалы есть в описании. Непокрытую смолой часть столешницы, а также нож я покрываю универсальным твердым маслом и специально не прикручиваю ножки к столешнице, так как хочу разыграть эту консоль среди вас. Условия предельно просты. Для участия в розыгрыше надо подписаться на канал, поставить лайк и написать любой комментарий. Участвовать могут все, но доставка доступна в Россию, Казахстан и Беларусь за наш счет. Кстати, 1 марта мы разыгрывали крутой принтер, но победитель так и не вышел с нами на связь, как мы только не пытались с ним связаться. Поэтому правила теперь такие. Если победитель не отвечает в течение 1 месяца, мы будем делать повторный розыгрыш. Так что следите за своими комментариями и удачи вам!